Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Минер, и сегодня мы говорим про Biswap. У нас было довольно много событий, посвященных дню рождения, но и не только с этим связано. Итак, о чем мы будем сегодня говорить? Будем подводить итоги коллаборации с Age of Gods. То есть у нас там было две акции на 7500 тысяч долларов и на 2500 тысяч долларов. Посмотрим на списки победителей, кто там победил. Подведу итоги Biswap B-Day, там где каждый день мы играли в лотерею. Как, в общем-то, все прошло, сколько на этом заработал я. Потом, далее подведем итоги по Biswap Squid Games. Все контракты были проданы. Что сделал я, к каким итогам я пришел. Поговорим про новые пулы с этим связанные. И еще затронем Staff Game. Так что, в общем, новостей много. Усаживайтесь поудобней. Подписывайтесь на канал. Погнали. Так, давайте начнем сразу с Age of Gods. Была такая акция. Там нужно было, в первой части на 2500 нужно было там сделать ретвит. Просто... подписаться на канал, сделать ретвит. Там было, по-моему, 25 победителей. И вторая акция, это вот на 75 победителей, где разыгрывалось 7500 долларов. Там нужно было дать ответ на 10 вопросов, минимум на 7 из них ответить нужно было правильно, заполнить там нужно было форму. Ну и, в общем-то, неважно. Кто делал, тот знает, а кто не знает, тому все равно. Вот, собственно говоря, акция на 2500 долларов в Твиттере. Ну и что, ребятки, вот, в общем-то, у нас был такой пост от 10 числа. Здесь нам дали ссылку на победителей. 75 победителей в 7500 и 25 на 2500, так как я и сказал. Награды будут начислены 13 числа, то есть там через 2 дня. Давайте перейдем вот к этой таблице. Вот так вот выглядит таблица на 7500, основной розыгрыш. То есть первых 25 были по скорости. В общем-то, кто заполнил, тот молодец. А это, кстати, вот зелененьким, это 10 вопросов, которые нужно было ответить. Ну и тут подсвечено красным, кто что не угадал. Ну, то есть, видите, есть такие ребята, вот, которые по 2 дали неправильных ответа. Ну, как говорится, скорость вознаграждается. И они, несмотря на ошибки, да, получили ответ. Ну, допускается 3 ошибки, потому здесь все нормально. Вот, это у нас идет хэш транзакции. Там нужно было еще на 20 долларов купить токен AOG. Age of Gods. И, собственно говоря, вот кошелек победителя. То есть я себя здесь не нашел, к сожалению. Но что поделать. Отпишитесь в комментариях, кстати, принимали ли вы участие и какой у вас итог. И вторая половина, то есть я участвовал, собственно говоря, вот в этой части, да, как и большинство из вас, то есть 50 победителей. Но, к сожалению, я ничего не получил. Вторая акция это giveaway, это то, что было в Твиттере. Здесь нужно было сделать ретвит. И вот, в общем-то, 25 кошельков победителей. Опять же, моего здесь нет, в конце 943. Увы и ах, я пролетел. Но все равно скажем спасибо за такую акцию. Ссылку на эту таблицу, да, я оставлю в описании. Монетки Age of Gods, которые я купил там на 20 долларов, я их закинул в фарм ликвидности, они мне здесь фармятся, процент нормальный, там 90 был, там, по-моему, 200 или что-то вроде такого. У меня уже там 1.25 BSV нафармилось. В принципе, их можно пока поддержать, я, наверное, их оставлю, пока там игра выйдет, запустится, может, чего интересного и получится. Пусть, в общем, там полежат. Также 10 мая у нас было IDO Exabots, соответственно, 10 июня у нас был очередной разлог 20%. У нас по 20% в месяц идет разлог. То есть выдали нам уже, получается, 40%. То есть еще в течение 3 месяцев будет у нас идти разлог. То есть я зашел, хотел зайти на 200 BSV, но в итоге оплатил на 171. То есть не хватило немножко ликвидности, но не суть важно. Из первых 20% я половину продал в плюс 30%, а половину закинул в пул. Вот здесь вот находится этот пул. Опять же, это фарм у нас, фарм в паре с BUSD. Я сюда закинул. Вторую часть, которую мне дали после разлока, я закинул в раздел Launch Pool Stake Tokens, то есть другие токены. Там процент был довольно хороший, чуть ли не 1600, или, если я не путаю, в общем-то, на данный момент он 220%. Здесь буду хранить. По итогам. Напомню, что мы покупали эту монетку, по-моему, за 10 центов, но мы покупали их в BSV. И какой сейчас итог? По-моему, сейчас монетка стоит где-то 8 центов. То есть, на просадке рынка там чуть ли не в 50%. Он там, степ, он вообще свалился на 90% за это время. То есть, Exos, поскольку еще проект не вышел, он особо мало где торгуется. Он не реагирует на такое падение рынка. То есть, в принципе, нормально. Можно хранить эти монетки. А если считать в BSV, поскольку мы покупали в оригинале в BSV, то сейчас там мы вообще в большом плюсе на самом деле. Вот я такую табличку себе тут ввел. Смотрите, мы покупали вот,
пересчет, да, 10 центов, а в BSV это было 0.12 BSV по факту. Вот 0.12, если округлить, и тут вот 0.10. Это цены, по которым мы входили. Но тогда BSV стоил 82 цента. А теперь давайте мы сейчас глянем, сколько это дело у нас на бирже стоит сейчас. Напомню, что из-за, я так понимаю, небольшой ликвидности Exos нам нужно менять в настройках там проскальзывание до 7% ставить. Итак, давайте, сколько стоит сейчас у нас один Exos? Он стоит 72 цента. То есть мы покупали его по 10 центов. Но сейчас уже просадка на 28%, чуть больше стало. А теперь давайте посмотрим, сколько это будет у нас в BSV. В BSV 0.165, ребята. А мы его покупали, курс был 0.112. Давайте сейчас посчитаем, насколько это у нас в процентах. Ну, грубо говоря, плюс 39%. Если мы сейчас экзосы, которые у нас есть, продаем в BSV, мы зарабатываем 38%. Буквально пару дней назад появился очень классный пул. Здесь тоже был процент довольно высокий. Сейчас он уже 66%, но пул, в принципе, хороший. Вы туда ложите BSV-шки, а зарабатываете BSV плюс BNB. Ну, это VBNB, это wrapped, обернутый BNB, который на этой же бирже Biswap обменивается 1 к 1 к BNB. Я закидывал, процент здесь был довольно высокий. Опять же, намного более оперативно, ребята, я эту информацию даю в телеграм-канал и в телеграм-чат, и даже публикую на вкладке сообщества на ютубе, то не игнорируйте. То есть вкладку сообщества смотрите регулярно, там у меня идет равноценно новостная лента, так же, как и в телеграме. Ну и, конечно же, вступайте в телеграм, там можно как бы и вопрос задать. Итак, давайте поглядим. То есть, когда я обратил внимание на этот пул, там было 260%, а до этого было, там было минимум 300%. Ну, когда я новость выкладывал, уже было 260. Ну и также, естественно, до 10 числа я ребятам напоминал, чтобы они не забыли, что будет у нас разлог 200 очередных, в общем-то, 20% монеток Exos. Ну и переходим к многолюбимой мною и многими из вас. Это игре в кальмара. К сожалению, да, она уже подошла практически к своему концу. То есть осталось меньше месяца, пока у всех закончатся контракты. Как видите, вот это вот NAT говорит о том, что контракты уже а-ля-улю, в общем-то, закончились. Я, конечно, не смог немного не протупить. У меня как раз в последний день, когда еще контракты были, закончились игроки. Там около 10 игроков, я считал, на 13 тысяч SE энергии у меня закончились, в общем-то, контракты. В тот день бегал и только вечером пришел реально, то есть потерял 13 тысяч SE энергии в игроках. И это, по-моему, 330 монет BSV гарантированно я бы получил. Ну, вот такие, короче, дела бывают. И у меня тоже. Итак, в общем-то, я особо не потерял, потому что в последний месяц, когда и шла распродажа контрактов, вот уже после голосования, то есть я набрал себе дополнительно игроков. Вот видите, вот это айдишники игроков, вот это почему я их покупал, вот эта цена, расчеты, сколько я вложил с контрактами, сколько я, в общем-то, заработаю и сколько чистая прибыль. Ну, вот так получалось. 56 BSV вложил, вот, допустим, в эту команду. Эта команда смешанная, видите, в районе 1000 игроков, 56 BSV я вкладываю, 107 BSV я зарабатываю чисто в плюс. Так, а смотрите, вот эта цифра с контрактами, она уже учитывает сумму игроков, то есть это суммарно я вложил 483, вернется мне 586 с учетом процентов погрешности, то есть, прибыль чистыми должна быть 102. Если считать относительно стоимости NFT-шек, то это 2 икса. Если кто хочет считать с ценой контрактов, контракты, это считать, что ты в аренду, вот эти 400, там не 83, а 427 долларов, 427 BSV. Считай, что я дал в контракты, так что их можно, в принципе, хоть считай, хоть не считай. Если у меня BSV есть, я специально, естественно, их не покупал. Потому я могу не считать, я могу спокойно считать 2 икса. Давайте для особо, придирчивых мы вот посчитаем в процентах. Это 21% чистой прибыли, если считать от суммарных затрат с контрактами. Это вот по этой команде. Есть у меня команда и другая, там, где собрана из игроков там по 300-400 энергии. Они стоили вообще там за 5000 энергии я заплатил что-то в районе 35 BSV. То есть там будет прибыль несколько иксов. Вот так выглядит команда на 5000, которую я купил. Да, она там принесет 486 BSV. На контракт я дал 375. Разница получается
Вот такая, тут еще надо минус 57 отнять. Ну, то есть тут будет чисто 54, по идее, БСВ в плюсе. 56, здесь 48. Ну, если я на быструю тут ничего не перепутал. То есть команда на 3000 игроков принесет мне 48 БСВ, команда на 4000 мне принесет 66 БСВ, команда на 5000 принесет мне 54 БСВ. Ну, а здесь команда на 6000, она принесет 100 БСВ. Не знаю, все это или не все, но не суть важно. В общем-то, я, конечно, на своих 13 игроков очень глупо не купил контракты, но я это, в принципе, компенсировал, можно сказать, покупкой дополнительных команд. Ну, по итогам я вам еще, ребята, расскажу, что там в итоге вышло в плюс. Все-таки есть вероятность. Но думаю, суммарно на всех аккаунтах, на которых я разбросал, там все будет нормально, все будет в плюсе. Ну, вот так вот я, в общем-то, высчитывал, каких игроков покупать выгоднее, каких невыгоднее. Вот, допустим, 3000, если собрать из двух игроков 1600 плюс 1400, это будет 33 БСВ, и это дает 2,2 икса. Вот игроки на 1400 дают 2,3 икса, игроки на 1000 были самыми, ну, выгодными. Ну, выгоднее, конечно, были игроки вообще там мелкие, но с ними мороки много. А вот так оптимально это игроки на 1000, 1400. Я еще собирал несколько команд по 2000. Так что у меня там побольше будет. Ну вот в целом, видите, рассчитывал окупаемость команды и игроков. После окончания всех контрактов я, в общем-то, вам расскажу, что вышло по итогу. Переходим к став-гейму, который у нас проходит в ночь со среды на четверг в 3 часа ночи по Киеву, Москве. В общем-то... Ничего особенного, по-моему, в эти выходные у меня не было, кроме того, что я не успел купить столько игроков, сколько я хотел. Итак, давайте мы сейчас расскажу вам на примере, вот, допустим, одного игрока, как происходит процесс сбора или досрочного сбора. Я провел эксперимент. У меня был примерно такой же вот игрок, у которого оставалось там буквально пару часов до конца. Но вот уже это было в 2 часа ночи, то есть, думаю, перед сбором, ну... Думаю, соберу-ка я его пораньше, потому что у него был самый такой простенький, поганенький процентик 15. Думаю, соберу его, чтобы купить потом на его место нового. А то, как реально, он через час после распродажи он бы и так закончился. Сразу скажу, так делать не стоит. То есть до окончания этого времени собирать награду не стоит. Потому что с вас возьмут 5% штрафа за досрочное прекращение работы. Но более того, то есть вы потеряете вот эту прибыль. Я, честно говоря, думал, что возьмут как бы вот то, что у тебя там насобиралось. Допустим, здесь было 3,50 плюс 25, и от этого отнимут 5%. Но нифига. Получилось, что награду я вообще потерял. То есть 100% награды вот я ждал там 2 недели, пока мне накапает 3,75 БСВ. Ну, 3,50, ладно, там или 3,8, 3,70 было на тот момент. И, короче, я потерял награду. То есть я нажал досрочно, вот сейчас, вот если нажать клейм на этом игроке, то есть я потеряю вот этих 3,90, и еще от 25, которые я вложил, у меня заберут 5%. То есть у меня вернулось на аккаунт там 24, как бы 70, что-то такое. В общем, давно было, уже не помню детали, но не делайте так, дожидайтесь до конца. Ну, а этого парнишку мы заклеймим. И тогда вот сюда добавилось. Было только что 26, стало 54. То есть место у меня освободилось. Так, я уже испугался, крутится тут. Не, я это не нажимал. Вот выскочила нам награда. Нам вернули наших 25 плюс 3,75. Итого 28,75 упало нам на баланс. Отлично. О, давайте еще вот соберем на этом игроке. Смотрите, это был мой первый такой жирный игрок, который мне попался, ну, недели 2 назад, по-моему, на 20 дней что-то мне выпал. Здесь ROI 150. То есть я вложил 25, а заработал плюс 37. Давайте мы соберем эту награду. И вот что я в итоге получил. То есть я вложил 25, сверху мне добавили 37, и суммарно, то есть мне вернули 62 БСВ. То есть очень круто, за 2 недели заработал плюс 37 БСВ. Но напомню, ребятки, вам, что это далеко не самый профитный мой игрок. Я сорвал джекпот в этой игре, то есть я получил игрока, у меня он выпал на 10 дней. По 270 ROI, это 10 тысяч APR. Это именно вот те самые 10 тысяч APR, но на самом деле там 9800 с чем-то, которые нам обещали в став-гейме. Они там действительно есть. Мне выпал вот один этот игрок. Видите, он был на 10 дней, притом это был минимальный срок и максимальный доход. И 67-50 БСВ я уже эти собрал. Не помню, правда, на каком это аккаунте было. Так что став-гейм по себе очень хороша. Конечно, это не игра в кальмара, но тем не менее.
Так, ну еще, ребятки, с 24 мая по 7 июня, а точнее потом был у нас простой 3 дня, потому закончилась эта акция буквально вчера, 10 июня. Происходила лотерея Biswap B-Day Presents, в которой каждый участник, ну точнее каждый кошелек, который зарегистрирован на бирже Biswap, напоминаю, ссылки реферальные с максимальными скидками возможными на комиссии, которые есть на данной DEX, всегда есть в описании под каждым видео. Во, нашел для вас эту картинку. В общем-то, да, тут не 7 число, а 10 числа это заканчивалось. То есть каждый день, каждый, у кого был кошелечек зарегистрированный на бирже Biswap, мог один раз в день, в 3 часа дня с каждого своего аккаунта нажать кнопочку тут Go, и по лотерее, то есть по случайной вероятности, вам выпадала вот какая-то из этих наград. 3, 5, 7, 10, 20, 50, 100. Но 60% было на то, что вы не выиграете. То есть в половине случаев вы ничего не получали, в половине случаев вы получали там 3, 5, 7, кому как повезет. Ну, как видите, я вот даже получал 7. И самый большой мой приз был вообще, по-моему, 40. Вот не хочу соврать, но, насколько я помню, 40. Несмотря на то, что там такой цифры нет, ну вот 40. Потому что, ну, 49. У меня здесь было, наверное, пару раз по 3, 3 раза по 3 и 1 раз 40. Вот примерно так. Давайте мы сейчас, кстати, соберем награду. Кто не знает, награда находится вот здесь. Win, B-Day, Integral, чего-то там. Integralic Trading Competition. И вот там вот находится вот эта кнопочка. Давайте нажмем History. Как видите, у меня ничего нет. Я ничего не выводил. Потому что комиссия здесь пол BSV. И как бы смысла выводить было раньше никакого не было. Потому давайте вот сейчас мы соберем. Кстати, давайте посмотрим на баланс, как оно быстро придет. Что у меня там на этом кошельке? У меня сейчас тут 58 BSV. Давайте нажимаем Withdraw, All и ОК. Давайте посмотрим, как быстро придет. Вот как бы идет процессинг. Пройдет какое-то время. Это как с реферальными. То есть оно может прийти там через 10 минут, там, через 5 минут. Вот еще один мой аккаунт такой более жирный, то есть 23. У меня еще было пару аккаунтов, где было и 20, по-моему, и 19, там 12, 9. В общем-то, я, если не ошибаюсь, если я правильно посчитал, то вот суммарно я заработал 198 BSV. Ну, вполне себе хороший результат. Конечно, все было далеко не просто, было довольно геморно. Практически каждый день были там тормоза, то на полчаса зависало, то на час зависало, то в принципе там как-то медленно, непонятно работала кнопка, то горела, то не горела. Был очень большой наплыв, если я не ошибаюсь, там что в районе 100 тысяч человек вот участвовало вот в этих всех розыгрышах, потому все, конечно, сильно тормозило. Ну, нагрузка была, естественно, нетипичная для серверов. Я еще со времен же Squid NFT гейма играю со многих аккаунтов. У меня там под кальмара было аккаунта 4 или 5. Потом, допустим, добавился StuffGame. То есть для StuffGame я еще создал несколько аккаунтов. Для StuffGame у нас нужно было по 10 BSV хранить в Holders пуле. А потом, когда появился еще B-Day, на который я тоже как бы профукал первых 2 дня, я вообще прозевал про эту акцию. В общем-то, мне было логично на тех аккаунты, которые у меня есть для StuffGame, докинуть туда еще по 10 BSV, да, и участвовать со всех аккаунтов в событии B-Day. Ну и потому у меня получился вот такой итог 198. Конечно, кому-то могло повезти, выпасть за раз там 100 BSV, кому-то может 50 выпало, но мне и так довольно повезло, мне за раз, по-моему, выпало аж 40 BSV. Пока там награда крутится, вот забыл вам сказать, что по StuffGame у нас уже пошла 7-я неделя, и причина, по которой я не смог купить игроков, нанять работников на все свои аккаунты, потому что их стало уже намного меньше. Если мы начинали первых 2 недели было 5000 работников, 3-4 неделя 4000 работников, потом 3, и уже у нас 2000 работников было в самой последней продаже. Так что учитывайте это, то есть у нас еще получается там 3 недели, 8, 9, 10 будет по 2000, а потом станет вообще 1000. То есть, уже все купить не смогут. И мы видим, что у нас тут написано уже completed, прошла буквально вот минута. Давайте мы это проверим. Да, completed 107 BSV. Все, в общем-то, пришло. В общем, на этом, ребята, я с вами заканчиваю. В общем, на этом, ребята, я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь и до скорых встреч.